Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина. И сегодня будем делать расклад на тему отношений вашего мужчины с вашей соперницей. Очень многие девочки в комментариях просили меня об этом в предыдущие дни. И именно такой расклад мы сделаем. Использовать буду колоду Таро Безумной Луны. Вы, пожалуйста, сосредоточьтесь на вашем мужчине. Благодарю вас, мои драгоценные, за поддержку моей работы, за донаты. Каждого благодарю. Низкий поклон вам. Дай Бог вам миллионы раз больше благословений от Вселенной за вашу щедрость. Благодарю вас за ваши комментарии, за ваши лайки, за подписки, за любой способ поддержки моей работы. Всех очень нежно люблю. Итак, он и она, что у него с соперницей, какие чувства они испытывают друг к другу, какие у них планы друг на друга и к чему вообще идут эти отношения. Ну и, конечно, посмотрим, а вам вообще это все нужно или, может быть, пора закрывать историю. Мужчина. Прям особые у меня вызывает эмоции всегда, когда на сигнификацию мужчины выходит женский аркан. Женщина в этих отношениях, она. Что между ними сейчас с точки зрения высших сил? А знаете как? Ничего не происходит между ними. Здесь кто-то из ваших мужчин может быть с ней даже на паузе или расстались временно. Или же просто, если они продолжают отношения, ничего не происходит. Никаких перемен. А еще здесь идет эмоциональная усталость в этих отношениях, потому что это карта, что между ними. Смотрите, как у меня волнуется свечка даже сегодня. Надо же, без видимых причин. Здесь ситуация усталости, во-первых, а во-вторых, возможно, даже нежелание действовать ни с той, ни с другой стороны, что-то менять. Может быть еще по этому аркану так, что люди в отношениях, потому что это их зона комфорта, и не хотелось бы резких перемен, не хотелось бы что-то особо менять. Но вот усталость здесь есть точно. Отношения не очень-то здоровые, скажем прямо. Мужчина вышел королевой кубков. Ну что можно сказать? Здесь мужчина у нас весьма и весьма любвеобилен. В том плане, что без женской энергетики ему вообще никак не прожить. Женщина ему нужна как вдохновительница, как источник важных для него ресурсов, в первую очередь эмоциональных. И здесь такой мужчина, это даже не король кубка вышел, это вышел мужчина королевой кубков. То есть у такого мужчины, безусловно, при отношениях постоянных, серьезных или вообще в принципе при отношениях с одной женщиной может быть история на стороне. То есть мужчина нуждается в музе, во вдохновительнице, он нуждается в эмоциях, он нуждается в чем-то новом, в женских энергиях. Постоянная потребность здесь у этого человека. Гораздо более жесткая сторона женщины здесь выходит. Женщина у нас пришла по аркану правосудия. Причем посмотрите в этой колоде, насколько здесь жесткий аркан. Смотрите на эту а-ля Фемиду, которая имеет несколько рук и одной мощной своей рукой держит сущность, которая сейчас в любой момент захочет, отрубит голову. Не захочет, нет. Казнить или помиловать. Она как будто решает все вопросы и решит, может быть, и судьбу этого мужчины в итоге. По крайней мере, она так считает, что она имеет на это право. У нее жесткая достаточно позиция. И еще такой моментик. Если они женаты, то эта женщина очень крепко держит его в рамках этого брака. Вот прям если он шаг в сторону, она ему реально может отсечь голову. Если, ну, в переносном смысле, конечно, но вы понимаете, да, о чем идет речь. Если она его любовница, давайте называть все своими именами, то значит она метит в жены. Значит, ей хотелось бы иметь статус жены. Если женщина сама не свободна, она замужем, допустим, и ваш мужчина с ней в связи, то все равно в любом случае у женщины такая жесткая позиция, она у нее очень твердая, очень несломимый такой характер, стальной стержень, больше гораздо более мужская энергетика идет именно со стороны этой женщины, чем со стороны вашего мужчины. Он здесь такая сторона расклада более какая-то размазанная, чем она. Она конкретная дамочка. Ее чувства к нему, к этому мужчине, ее чувства.
и есть ли они вообще его чувства к ней, и есть ли они вообще. Девочки, очень хорошо, конечно, подойдет этот расклад, если вы смотрите на женатого мужчину. И он находится под очень серьезным, острым и мощным каблуком своей жены. Вот это идеальный вариант, конечно, тогда расклад прям ваш. И мужчина не способен из этих отношений выйти. Если же здесь выходит так, конечно, это же общий расклад, поэтому все-таки ситуации могут быть разные. Если ваш мужчина не женат на ней, на этой женщине, то значит он настолько находится под ее властью, что, возможно, у него даже возникают мысли о том, чтобы создать с ней все-таки эту ячейку общества. Как бы он не чувствовал, что эта женщина давлеет, что она доминирует. Но все равно такие мысли у него могут возникать. Ну, конечно, идеально, если он на ней женат. Женщина этим мужчиной очень умело управляет. Манипулирует, управляет, добивается от него того, что ему нужно, действительно. Здесь не идет речь о любви. Причем ни с его стороны, ни с ее. Здесь может быть, конечно, материальная связь между этими людьми, потому что два пентаклевых аркана вышли на чувства. Приземленные такие земные энергии, совершенно никаким образом не связанные с эмоциями, с любовью. Здесь как будто или выгода, или вот та самая зона комфорта, или же действительно вещи материального характера, которые их связывают. И женщина очень умело этим мужчиной вертит, крутит так, как ей нужно. А почему, давайте я спрошу, у него недостаток, возможно, твердости характера, или что там происходит, потому что у нас же не зря здесь дама кубков вышла на сигнификацию. Почему мужчина позволяет собой вот таким образом управлять? Ну, потому что он тоже ее терять не хочет, у него есть определенные интересы в этих отношениях. И терять он не хочет. Тут мужчина может быть заинтересован действительно либо материально, либо еще какие-то ресурсы эта женщина ему дает. И ее он терять не хотел бы. Так что здесь вот ситуация у нас такая выходит по отношениям этих людей. Давайте теперь посмотрим, какие планы у этой женщины на него. В дальнейшем, что она планирует, какие отношения с этим мужчиной? Он с ней что планирует? Я не вижу, чтобы мужчина планировал расставаться с ней или принимать какие-то еще конкретные решения. Здесь мужчина живет, как живется. Вот находится он в этих отношениях по своим определенным интересам, так сказать, а интересы какие-то у него здесь есть, безусловно. Кстати, я не могу сказать, что это страсть, что это секс, что это что-то вот такое прям крышу сносящее. Вовсе нет. Здесь больше материальные почему-то идут энергии. Но если они женаты, то ничего удивительного в этом нет. Но здесь больше именно земные, материальные энергии идут. Женщина как доминировала, так и будет продолжать доминировать. Как она качала свои права, как она управляла всем, так сказать, так она и будет это делать. И, в принципе, у нее и дальше вообще в отношениях с ним, с этим мужчиной, такие планы. Дальше руководить процессом, дальше доминировать, дальше главенствовать. А мужчина у нее под пятой однозначно у этой женщины. И неважно, это его жена или это его любовница, неважно, мужчина под каблуком у нее. Сегодня в раскладе ситуация такая. Если не резонирует, девочки, не обессудьте, это общий расклад, поэтому, возможно, не ваша ситуация. Или не вся информация для вас. Ну, выходит вот так. Что вообще их объединяет? Что объединяет эту пару? Ну, деньги, материалка. Даже если вы считаете, что ничего нет, да, мне показывают, что есть. Или он вкладывается в эти отношения материально, или она ему поддержку оказывает, или же у них что-то совместное есть, может, совместный бизнес, или вот семья, и все было совместно приобретено, допустим. Ну, в общем, связь здесь на материальном уровне. Одни пентакли здесь выходят. Их объединяет материалка. В каком варианте, в каком виде? Может быть множество разных вариантов. Но это материалка. Это не чувство, это не страсть, это не какая-то там вау, какая интимная жизнь. Нет, здесь все достаточно приземленное и такое. Не одухотворенное уж никак. Это материалка. Общие, возможно, связи, общие дела, общее имущество. Или же вложения. Может быть, мужчина ей как-то в нее вкладываются.
Или она. Ну, в общем, вот так. А реальных действий, каких можно ожидать от этой женщины в ближайшее время? От него в отношении этой женщины? Вообще у нас здесь на раскладе сегодня изменщик и абьюзер. И хоть он у нас и вышел на сигнификацию королевой кубков, однако же характер свой настоящего лжеца и абьюзера. Вот здесь мужчина ого-го как проявляет, в том числе и в отношениях с ней, хотя он у нее под пятой, но пытается там что-то как-то пытается он трепыхаться. А в отношениях с другой женщиной, в частности с вами, уж не знаю, возможно, есть кто-то еще, кроме вас и ее. В отношениях с женщинами, в принципе, он действует вот как абьюзер. Изменщик, обманщик и абьюзер. Девочки, буду говорить как есть. Я здесь не буду стелить ковер из цветов, если на самом деле здесь сплошные стебли с шипами. Вот здесь такой мужчина. И дальше он будет изменять ей. Дальше он будет изменять другой женщине, то есть, соответственно, вам. Если есть еще третья сторона, ну, то есть третья женщина в этих отношениях, значит, соответственно, он будет изменять вообще всем. Всем сторонам этого треугольника, четырехугольника, параллелепипеда, какая там у вас фигура, не могу сказать. Но, в общем, здесь вот такой человек, который будет вести себя недостойно, в том числе с этой женщиной. Здесь чувство вообще, как таковая совесть и чувство достоинства у мужчины весьма и весьма вот малепусенькие, прям совсем чуть-чуть их, если не сказать нет вообще. Она будет пытаться его, ну, если не удержать, то, по крайней мере, проявить к нему больше нежности, больше ласки, больше заботы. Почему? Что есть опасность того, что он может уйти или что. Но она понимает, что она как-то приедается мужчине, что он потерял к ней полностью интерес, что нет эмоциональной связи, что как-то между ними все грустненько. Поэтому ей придется в ближайшее время включить любовь, включить эмоции, включить больше ласки. Хоть она и доминирующая женщина и держит его под пятой, прям конкретно под каблуком, но ей придется все-таки наступить на горло своей песни, своему характеру и проявить к нему больше нежности, ласки и заботы. Потому что она понимает, что хоть их и связывает нечто такое, что выгодно обоим, этот мужчина, этот обманщик, вот этот вот, извините, но изменщик, его каким-то образом держать-то надо. Вот она и собирается включить любовь, включить эмоции, включить что-то нежненькое. Почему она не хочет его терять? Почему не хочет терять? В чем вообще? Во-первых, она боится остаться одной, она боится одиночества, очень боится. И хоть какой плохонький, хоть изменщик, хоть обманщик, неважно, но лишь бы был при ней. Именно поэтому она и боится его потерять. То, что их связывает, ладно, там мы посмотрели с вами материалку, хорошо, связывает. Но здесь еще и вот такой моментик. А кем она будет управлять? А кем она будет манипулировать? Над кем она будет доминировать, да, если этот мужчина уйдет? И, конечно, боязнь одиночества. Она очень боится остаться одна. Почему этот мужчина с ней? Почему этот мужчина с ней? У него, конечно, есть интересы свои, мы уже с вами посмотрели, да. Ну, если они, вообще отношения складываются тяжело, у них нелегко, но еще у этих людей уже может сложиться некий ком, хотела сказать, как снежный ком накатывает все больше и больше свой размер, да? Комплекс, давайте так скажу, комплекс обязательств друг перед другом или перед кем-то, допустим, там общая ипотека или кредиты, или общие дети, совместное имущество или еще что-то, уже накопилось нечто такое, общий груз, который они вместе несут, и ни он, ни она бросить не может. Почему он с этой женщиной? Она для него как некая зона комфорта в том случае, если это женщина, с которой он в серьезных отношениях и живет в одном доме. Ну, то есть это жена или женщина, с которой он в таких вот отношениях под одной крышей строит их. Эти отношения. Несмотря на проблемы, которые существуют между ними, все-таки где-то в чем-то зона комфорта, но мужчина делает то, что он хочет делать. Хочет гулять, будет гулять. Хочет быть с другой женщиной, будет однозначно. Ну, то есть и с этой, и с той. Захочет, вот кот, который гулял сам по себе, но, конечно, приструненный этой жесткой женщиной.
В общем, тут немножко как бы противоречиво выходит, но это действительно так и есть. С одной стороны, он хотел бы свободы, с другой стороны, эта женщина дает ему ощущение, что он находится в некой зоне комфорта. С одной стороны, она его старается как бы зажимать, доминировать, с другой стороны, ему нравятся те моменты, когда ему удается из-под ее пяты, из-под ее каблука вырваться и показать характер. В общем, здесь вот как бы как калейдоскоп такой разных энергий идет между ними. Это, наверное, их еще тоже своего рода такой цемент, который их скрепляет. Какие видят перспективы в ближайшее время этих отношений Таро? Она как управляла процессом, так и будет управлять. Видите, а дирижирует ими вообще здесь маленький дьявол. Он карлик, толстенький, смешной здесь такой сидит. А она, мало того, что управляет процессом, она еще и ему указывает, как ему быть и что ему делать. И здесь идет такая история, что эта женщина не зря в его жизни появилась. Со своим каблуком тяжелым, острым, со своими вот этими замашками лидерскими. Этот мужчина, он проходит очень важный кармический опыт с этой женщиной. Ему суждено было с ней встретиться и все это ощутить на себе. Вот. В общем, все как было, так и остается. Она правит балом, она руководит процессом, и она указывает этому мужчине, что делать. Он далеко не такой уж прям простой, и далеко не все, что она ему приказывает и указывает, делает. Конечно же, далеко. Но как-то бессознательно он все равно ей подчиняется. И так и будет дальше. Расставания не вижу здесь, девочки. Если вас интересует расставание, пока не показывают. А вам вообще этот мужчина нужен? Вообще вам этот мужчина нужен? Вам стоит его как-то там ждать, что-то менять? Вы с этим мужчиной как будто заблудились в лесу. Вы не можете из этого выйти, из этого дремучего леса, своих же заблуждений, кстати, и проблем вообще связанных с этим мужчиной. Вы идете по лесу, и ау, где же наконец-то полянка, на которой вы можете выйти и увидеть какую-то перспективу впереди. То есть вы запутались, вы заблудились, пора выходить из этого леса. Как вы будете это делать? Это, конечно, ваше дело, ваше право, заканчивать отношения, какие-то ультиматумы ему ставить. Но вам пора уже все, из этого леса пора выбираться. Пушка, полянка это, причем поляна, как я ее вижу, на горе, на обрыве. То есть вы выйдете, и вы увидите впереди горизонт, перспективу огромную. Вы наконец-то увидите не просто вот этот дремучий лес, по которому вы ходите, а вы увидите новый путь. Вы увидите, куда двигаться дальше. Перед вами откроется перспектива. Глядя с этого обрыва вперед, вы поймете, куда вам двигаться дальше, и найдете путь, как с этого обрыва спуститься с этой горы и пуститься в новое плавание. Здесь вот так выходит. То есть вам пора уже понять, что вы в плену своих иллюзий, вы в плену своих заблуждений, в плену своих страхов, возможно, ревности. В общем, это надо решать на самом деле. Вас вот ждет лодочка, садитесь и езжайте в новое путешествие. Уже давно пора это сделать, девочки. Стоит ли какие-то ультиматумы предъявлять этому мужчине? Допустим, я или она? Тут сама судьба все разрешит, все расставит по своим местам. Будете вы ультиматумы ему предъявлять, не будете. Здесь все случится так, как решат небеса, как решат высшие силы. Поэтому ваша какая-то роль такая уж прям... Ваша роль очень важна для вас самой. Для того, чтобы выйти наконец-то из этого дремучего леса. А вот в плане глобально ваших отношений с ним все равно это придет к некому итогу, который от вас очень мало зависит. Здесь выходит у нас вот так, девочки. Ну и ваше верное поведение сейчас в этой ситуации с точки зрения Таро, это не руководство к действию. Это просто вам информация для размышления. Ну, вот так и есть. В принципе, приблизительно то, что я говорила до этого, что вы в дремучем лесу находитесь. Вы находитесь в постоянной борьбе со своими эмоциями, с самой собой.
И борьба — это далеко не самых там светлых начал у вас в душе. Могут быть и низменные энергии, которые пытаются взять власть над вами. Тут же светлые энергии с ними борются и говорят вам: да, да перестань, да не обращай внимания на какие-то порывы свои нехорошие, которые у тебя в душе возникают. Ревность может мучить, могут мучить сомнения. В общем, все сложно. Каша-малаша непонятная в вашей душе происходит война без правил и победителя. И вам просто нужно понять, что эти отношения, они же не просто так. Есть причина и в вас, почему вы залипли в этих отношениях с мужчиной, который вам, по сути, изменяет и которого вы делите с кем-то, да, или уже, может быть, вы расстались, неважно. Но вы проходите с ним очень серьезный опыт. Он, во-первых, дан был вам небесами. Он должен был быть в вашей жизни. Страшный суд. А во-вторых, вообще в этой истории каждый получит свое. Ваше правильное поведение — понять, что вы несчастливы, и вам действительно пора делать соответствующие выводы даже из этих сложных для многих из вас кармических отношений. Пора уже делать выводы, пора извлекать уроки и какие-то решения принимать. И еще вот этот аркан, он говорит о том, что каждый получит в этой истории, в этом треугольнике по своим делам. Каждый получит то, что заслужил. Здесь больше вам, конечно, нужно положиться на волю небес. В плане бумерангов, если вы желаете кому-то бумеранга, ей, ему, неважно кому, не надо этого делать, потому что высшие силы, они сами решат, какой бумеранг, где, кому и как. Все будет разрешено наилучшим и самым правильным, справедливым образом. Так что ваших каких-то действий активных я здесь даже не вижу, кроме того, что вам пора из этого выбираться. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду, как всегда, вам благодарна за лайк, за комментарий под моим видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы. Если хотите получать уведомления о моих новых видео, то на YouTube нажимайте обязательно на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки. Всех целую, люблю, желаю всем счастья, любви, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Всех вам благ, всего доброго, до свидания.